Всем привет! Меня зовут Таня, и полгода назад я вместе со своим парнем Филиппом после 2 лет стабильной жизни в Варшаве мы собрали 2 чемодана, поместили всю свою жизнь туда, закрыли бизнес-счета и переехали в Албанию. Да, мы там были 3 месяца, к сожалению, никакого влога оттуда нет, о чем я очень сожалею. Но сейчас мы находимся в городе Охрид, это Северная Македония. Да, такое очень необычное, нишевое направление, как для туризма, так и для жизни в целом. Вот, и я бы вам хотела рассказать вообще, чем мы тут занимаемся. Мы уже живем здесь 3 месяца, и через 2 недели мы снова будем переезжать уже в Болгарию, да. У нас такое небольшое круговое путешествие по Балканам. И в этом видео я покажу, как проходят наши будни, чем вообще можно заняться. Не в плане отпуска на 5-7 дней, а для более долгосрочной жизни, куда сходить, что покушать, какие цены, какие плюсы и минусы, я об этом все расскажу. Через неделю после нашего приезда в Охрид у меня был день рождения, и мы думали, как же так его отметить по-особенному, так как мы не смогли бы в любой другой день. Очень много нот. О, да что вы говорите. Просто идти нам в ресторан не хотелось, и я нашла на Google картах такое замечательное место, где македонская семья приглашает тебя к себе в гости, и вы в форме мастер-класса готовите их национальное блюдо, что-то типа пирога со шпинатом и творогом. На столе было очень много закусок, домашнее вино, домашняя свинина, свежие овощи с их огорода. Все было невероятно вкусно. Очень здорово, что нам тоже дали в руки скалки. Мы смогли поучаствовать в процессе, а не просто понаблюдать со стороны. Хозяйка нам рассказывала, как тонко раскатать тесто. И, кстати, она является редактором Википедии. Да, она пишет про македонскую флору, а ее муж охотник. Та-да! И мы видели у них 2 охотничьих собаки, помимо прочих животных, таких как куры, свиньи. Все это дело мы выпекали в их национальной балканской печке. Нам помогал муж хозяйки. Это довольно-таки энергозатратное и очень ответственное дело. Снизу и сверху это все подогревается углями, и важно поднимать крышку каждые 2 минуты, чтобы это все не подгорело. В конце нам принесли десерт и кофе. Сам мастер-класс длился примерно 2,5 часа и стоил 85 евро. Хочу рассказать, почему мы вообще выбрали Македонию, как это случилось. У нас было 3 критерия, куда двигаться дальше после Албании. И первый пункт, нам была важна дешевая аренда жилья, поскольку это уже было начало сезона, то есть первая половина. И мы хотели найти квартиру за 550-650 евро в месяц. Второй пункт, нам была важна природа, чтобы это были либо горы, море, либо какая-то речка, озеро. И здесь, в принципе, все это есть. И третий пункт, мы не хотели далеко уезжать от Албании. Хотели как-то доехать на автобусе, а не самолетом. Сейчас вы можете видеть Албанию, она находится по ту сторону озера. В принципе, тут 2 часа езды на машине до границы, ты уже в Албании. Очень скучаем, очень любим. Песик. Вот. Три. 3. Благодарен. Чао.
Иногда бывают дни, когда мы торгуемся с собой и думаем, что же нам такого поделать, чтобы не идти в спортзал, чем его можно заменить. Сегодня мы выбрали прогуляться вдоль набережной через центр города, поделать шаги и зайти в пекарню за хлебом на закваске. Кстати, это единственное место в городе, где его можно купить. И 2 раза в неделю здесь еще бывают синнабоны. Здесь вы можете видеть главную туристическую улицу с множеством сувенирных лавок, магазинов одежды и прочей всякой дребедени. Только красота, теннис, гольф-клуб, озеро, пиво, ягоды, макак. Поскольку это было раннее утро, людей еще не так много, но к вечеру здесь уже приличная толпа. Уже было очень жарко, градусов 30, наверное. Мы решили охладиться и повелись на яркую вывеску. Заказали аффогато тирамису. По факту это просто шот эспрессо, немного мороженого и палочка савойярди. Вечером этого же дня мы снова вышли на прогулку, встретить закат, прогуляться вдоль набережной. Мы красиво оделись, нарядились, потому что узнали, что сегодня будет 2-й день из 3 ежегодного Охридского винного фестиваля, где локальные фермеры представляют свой продукт, и можно купить либо бокал вина, либо целую бутылку. Также были представлены некоторые снеки в виде их домашнего сыра. Мы взяли на пробу 2 разных вида, белое и розовое. Также купили сэндвич из фокаччи. Солнце уже садилось, людей становилось все больше и больше. Начиналась концертная программа, а мы решили прогуляться немного дальше, вглубь старого города. Были мы, значит, на нашем винном фестивале. Все, конечно, было вкусно, но мало. И мы решили, нежели перебиваться опять бутербродами, вот этой вот фокаччей, пойти в наш любимый ресторан. Но берите на заметку, кто будет в Охриде. Но есть еще идея на обратном пути зайти туда и взять 1 бутылочку шардоне и пойти домой. У нас еще долгая дорога домой, минут 20 пешком. Да, по охридским меркам это долго. Здесь как бы нет никакого общественного транспорта. Ты передвигаешься либо на машине, на своих 2, либо на велосипеде. Мы выбираем последние 2 варианта. Нам наш поезд предоставил велосипеды. Большое спасибо Драгану. Вот, не знаю, что мы делали без байков. Вот это вот банана бред. Это виски сауэр. Не хватает плотности. Короче, умеют делать вино. Вот не было ни одного ни блюда, ни напитка здесь, который бы не был хотя бы 9 из 10. Не знаю, слышно или нет, но 12 часов спустя мы на этом же месте. Очередной аффогато джелато эспрессо тирамиссо шот. Уже начало 12-го, мы вернулись домой, и мы на обратном пути купили вот такую вот бутылку. Любимое вино фараона, Савиньон Бланш. Откроем при каком-то особом случае, но оно прям охридского производства. Будем пробовать.
И сейчас я бы хотела рассказать о необычных фактах, которые я ощутила на своем опыте. Здесь не будет вот этих вот 10 самых интересных пунктов с чата GPT или Гугла. Здесь только личный опыт и чисто бытовые истории. И начнем мы с самого болезненного для меня. Здесь, как и на всех Балканах, нет творога. Да, мне приходится делать его самостоятельно. Я делаю его с йогурта, с кефира. Также вдобавок к этому нет сгущенки. Она есть в Скопье только в одной сети магазинов, но мы не в столице, мы в Охриде. Второй интересный факт, что здесь в Охриде самое старое озеро в Европе и одно из самых старых озер в мире. Ему больше 2-3 миллионов лет, но, казалось бы, здесь должно быть очень много разной рыбы. Да, рыба есть, особенно охридская форель. Ее здесь выращивают, подают в ресторанах. И есть специально даже небольшие такие жарочные, где тебе зажаривают просто в ноль в угли эту рыбу. Мы пробовали сделать ее самостоятельно, но ничего особенного. Очень костлявая, очень пресная, безвкусная, поэтому мы здесь берем только дораду в магазине, в супермаркете, и очень скудный выбор морепродуктов. Третий интересный факт также про еду. Здесь в основном сезонные овощи, фрукты, то есть ты не можешь купить киви, редиску на протяжении года. Нет, то, что здесь вырастили, то тебе и продали. Да, поэтому мы немного опоздали на сезон редиски. Мы всего лишь успели сделать 1 или 2 раза окрошку с редиской, и потом уже закончилось. Здесь очень много всяких букмекерских контор, казино, и они чередуются с кабинетами адвокатов, нотариусов, то есть ты можешь идти по улице, казино, адвокат, букмекерская, нотариус. И вот так вот тут весь город усеян такими помещениями. Также по сравнению с Албанией здесь довольно урбанистическая система города, хорошо развита. На каждой улице практически есть велодорожки, но к ним очень наплевательское отношение. То есть по ним ездят мотоциклы, гуляют мамы с колясками. Кто-то вообще, я видела, постелил клеенку на велодорожку, поставил туда свои ворота и просто начал красить на велодорожке свое хозяйство. Машины паркуются спокойно. В общем, тебе приходится большую часть ехать. Дорога, велодорожка, дорога, велодорожка. Что очень некомфортно, потому что здесь мало где есть плавные переходы, в основном это такие высокие бордюры, и тебе либо приходится вставать с велосипеда, либо вот так вот силой на ходу поднимать велосипед вместе с собой. Еще интересный факт про Охрид. Именно Охрид. Здесь есть самый лучший спортзал во всей Македонии. Он 3-этажный. На первом этаже тренажеры, на втором этаже это кардиозона, где велодорожки, беговые дорожки. И 3-й этаж, он для растяжки, для групповых тренировок. В общем, нам очень понравился и довольно-таки недорого. По-моему, мы заплатили до 200 евро за двоих за 3 месяца. Я считаю, это очень хорошая цена. И еще здесь в Охриде есть единственный гольф-клуб во всей Македонии, да, также недалеко от нашего спортзала. И вообще здесь очень много таких дорогих увлечений, дорогих видов спорта. Мы вот ходим на теннис, также есть яхт-клуб, вот гольф-клуб. Поэтому да, здесь есть чем заняться, были бы деньги, было бы желание и свободное время. Здесь очень много памятников Кириллу и Мефодию. Язык, в принципе, читабелен, но он совершенно не воспринимается на слух, и некоторые названия кажутся нам забавными. И просто ходить гулять по городу, читать вывески — это тоже такое удовольствие. И, наверное, последний пункт, который я хотела бы выделить, очень личный. Мой папа коллекционирует судоку со всех стран, то есть ему лучше привезти поразгадывать, нежели какой-то магнитик или что-то такое. И в Македонии нет своего судоку. Возможно, он есть, он тоже где-то в столице, тоже где-то только в одном книжном.
но здесь в Охриде только импорт из Сербии. They want to make a poster. Коты распотрошили тут голубя у нас на ступеньках, а сами тусуются вон на чужом крыльце. Что ты смотришь? Еще в мае, когда мы катались на сапах, мы заметили отдаленный центр города пляж. Там практически никого не было из людей. И в то время там еще висел гамак. Вода была просто невероятно прозрачная, кристально чистая, очень уединенное место. Нам очень оно припало к душе. Было много тени. В общем, идеальное место для купания, думали мы. И вот спустя месяц мы решили туда прогуляться, встретить закат, поужинать, покупаться. Взяли с собой все необходимое. Маршрут идет вдоль набережной. Нужно пройти несколько пляжей, ресторанов, также часть старого города и известную визитную карточку Охрида, церковь Святого Иоанна. Мне стыдно говорить при людях тут. Но откуда они знают, сколько у меня подписчиков, да? Маршрут идет то вверх, то вниз, довольно-таки продолжительный, но совсем не сложный, особенно когда у тебя такие виды по левую сторону. Когда мы пришли туда, уже было очень многолюдно. Все буквально впритык друг к другу стелили свои одеяла, но нам удалось найти укромное место на камнях. Но купаться мы все-таки не решили, просто поужинали, посмотрели на закат и пошли домой. На протяжении июня и июля температура воздуха в среднем держалась в районе 30 градусов, то есть не было никаких перепадов прохлады, тепла. Всегда было стабильно жарко. На улице просто невозможно было находиться где-то с 10 утра и до 7 вечера точно. Мы выходили гулять уже ближе к закатному времени. Прогуливались по частным секторам, смотрели, как живут люди. Рассматривали и удивлялись непривычным для нашего региона растениям.
Я первый раз в жизни увидела, как растет киви на дереве. И еще мы увидели вдоль дороги дикую маракую. На прошлой неделе мы попробовали сыграть вдвоем 2 раза. Ничего из этого вообще не склеилось. Мы большую часть времени просто собирали мячики или просто даже при подаче в сетку выхватали. И мы на коленях вернулись к нашему тренеру. Приехали даже в воскресенье, даже не на 8, на 9 утра, когда уже жара. Сидим, ждем. Еще 3 минуты. Забудьте, что я сказала в самом начале. Это была лучшая игра для меня. Вот эти вот 2 тренировки, но они прям дали такой прогресс мне в закрывании ракетки. И чтобы немного охладиться после тенниса, мы поехали на велосипедах на наш любимый пляж. Он нам понравился больше всего из всех представленных в Охриде. Вот этот вот едет с нами. Очень рада, что мы нашли его еще в начале апреля и смогли насладиться им без кучи шезлонгов и толп людей. В этот день проходил турнир для девочек 15 лет, сразу же после нашей тренировки. И, конечно же, мы захотели остаться посмотреть. Тренер даже угостил нас кока-колой своего бара. Я вдохновилась их красивыми нарядами и на следующий день пошла купила себе теннисный костюмчик. Доброе утро. Сейчас 6 утра, на улице еще так прохладно. Совершенно не выспались, потому что вчера сидя до часу ночи смотрели очередной матч. Но я все равно в очень хорошем настроении, несмотря на то, что сейчас понедельник, 6 утра, да, казалось бы, какие вообще причины радоваться. Но у нас по понедельникам теннис. И я очень люблю вот эти вот ранние утра, вставать в 6 утра, готовить какой-то вкусный завтрак и ехать на велосипеде по утреннему городу, когда еще практически никто не проснулся, еще даже магазины закрыты. И ехать нужно с горки. То есть педали ты практически не крутишь. Едешь с ветерком, и даже моменты, когда тень, тебе прохладно. Сейчас я бы хотела поговорить про храмы и церкви, поскольку они занимают очень большую, важную часть в жизни города и культуре. Охрид часто называют славянским Иерусалимом, поскольку здесь в разное время насчитывалось до 365 церквей, по одной на каждый день года. Я была очень удивлена, насколько расслабленная, теплая атмосфера была внутри. Очень много зелени, пальм, цветов. Также было место, где посидеть, были лавочки. И редко можно было встретить строгие замечания по поводу одежды или внешнего вида. Ну, понятно, что нельзя заходить в купальниках. Мне невероятно понравилась эта дружелюбная, спокойная, балканская атмосфера. И становится сразу понятно, что это не строгое религиозное место, а просто часть повседневной жизни и отдыха.
Сейчас вы видите меня в кардигане, который я шила на протяжении всего этого видео. Это заняло у меня 5,5 недель. И когда я только начинала шить, я думала, все, свяжу каждому из членов семьи по свитеру. Уже просила замеры в семейном чате. Но под конец этого кардигана, боже, он забрал у меня вообще все силы, всю жизненную энергию, радость. Я перешивала вот эту вот воротниковую зону раз 7. Сегодня наш последний день здесь, в Македонии. Завтра утром мы уезжаем. И я бы хотела подсуммировать, сколько вообще у нас уходит на жизнь. Я буду говорить только про 2 месяца, про 2 полных месяца, про май и июнь. В мае мы потратили 1826 евро, из них 496 на аренду жилья, все остальное это траты на вот такие вот категории, в основном это, конечно же, еда, рестораны, кофе, гигиена и так далее. В июне мы переехали на другую квартиру в середине месяца, поэтому за июнь получилось 1941 евро. Из них 574 евро на аренду. И также в июне мы начали ходить на теннис вместе с тренером. У нас добавились расходы на спорт 171 евро. В общем, нам очень сильно здесь понравилось, но 3-й месяц, конечно же, как всегда, пролетел незаметно, уже появилась какая-то рутина, уже не было никакой новизны, уже просто проживали обычную жизнь в этом курортном городе. Я очень рада, что мы остались здесь не проездом, просто как туристы на 1-2 дня, а именно пожили, почувствовали себя немного местными, ходили на рынки. Возможно, в этом видео вы не увидели всех тех туристических аттракционов, ради которых сюда едут, а именно прыжок с инструктором на параплане, потом взять катер вокруг озера, такой бот, такси, поехать на храм Святого Наума. Завтра мы уже уезжаем отсюда и увидимся с вами в Болгарии. Пока-пока! И если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться и написать развернутый комментарий, смогли бы ли вы стать македонцем на 3 месяца.